Больше полувека о Луне никто не вспоминал. Мы уже побывали там, оставили следы ботинок, воткнули флаг и улетели обратно, словно решили, что одного селфи с Луны достаточно. Последний раз человек ступал на ее поверхность в далеком 1972 году, а потом тишина. Почти 53 года мы делали вид, что Луна нам больше не нужна. Но она никуда не делась, и пока мы отвлекались на Марс, астероиды и красивые картинки с телескопов, Луна продолжала ждать. Конечно, это не значит, что человечество полностью забыло на это время о Луне. Все это время ее продолжали изучать автоматические станции и орбитальные аппараты, а также миссии китайской программы Чань-Э и индийской программы Чандраян. Но теперь, в середине 2020-х годов, случилось то, чего многие ждали десятилетиями. Интерес к Луне возродился с новой силой. Космические агентства, миллиардеры и целые государства внезапно вспомнили: наш ближайший сосед – это не просто красивый камень в небе, а ключ к будущему. Главный символ этого грандиозного возвращения – американская программа Артемида. НАСА официально заявляет: мы возвращаемся на Луну, и на этот раз, чтобы остаться навсегда. Не просто высадиться, помахать флагами и улететь, а построить настоящую инфраструктуру, базы, возможно, даже первые постоянные поселения. А рядом с ними работает SpaceX Илона Маска со своим монстром, сверхтяжелой ракетой Starship. Эта ракета способна не только доставлять тонны грузов на Луну, но и открыть дорогу дальше в космос и к Марсу. Официальная версия звучит благородно. Наука, технологии, расширение границ человечества. Но давайте будем честны. За всеми этими красивыми словами скрывается гораздо более жесткая и прагматичная игра. Новая лунная гонка – это уже не столько про престиж и национальную гордость. Это настоящая борьба за ресурсы, за стратегическое превосходство и контроль над будущим космоса. Сегодня мы разберемся, почему вдруг весь мир снова сходит с ума по Луне. Почему Соединенные Штаты и их союзники бросают огромные деньги, чтобы вернуться туда, куда мы уже летали полвека назад. Мы поговорим о том, зачем строить обсерватории прямо в лунных кратерах. Почему все сейчас одержимы именно южным полюсом Луны. И как эта новая космическая гонка может полностью перевернуть будущее человечества в космосе. Чтобы понять, почему это происходит именно сейчас, давайте быстро вернемся в историю. Все началось в эпоху Холодной войны. После того, как именно советский космонавт Юрий Гагарин первым вырвался за пределы атмосферы и оказался в космосе, США решили нанести ответный удар. Так и родилась программа «Аполлон». Это была не просто научная миссия. Она была создана, чтобы продемонстрировать технологическое и идеологическое превосходство. Америка хотела доказать всему миру, что они лучшие. Поэтому американцы решили не просто слетать в космос, а уже приземлиться на Луне, воткнуть свой американский флаг и привезти обратно на Землю сотни килограмм лунного грунта. Но в 1972 году все внезапно закончилось и полеты прекратились. 53 года про Луну даже никто и не вспоминал. Но теперь все изменилось, притом радикально. Сегодня НАСА запускает программу Артемида, и это уже не разовая прогулка на Луну. Это долгосрочный план построить настоящую инфраструктуру, создать регулярные рейсы и в итоге превратит Луну в постоянный форпост человечества, но на самом деле не человечества, а именно американцев. 11 апреля 2026 года американские астронавты вернулись после того, как совершили облет вокруг Луны. Главное отличие сегодняшней миссии Артемида от эпохи Аполлона в том, что теперь участвуют не только государства, но и частные гиганты, такие как SpaceX, Blue Origin, Lockheed Martin. Благодаря им ракеты и корабли создаются быстрее и стоят значительно дешевле. То, на что раньше уходили десятилетия, теперь может занять считанные годы. Но самое горячее место на всей Луне сегодня – это ее южный полюс. Именно там, в глубоких кратерах, куда никогда не заглядывает солнце и царит вечная тьма и холод, могут скрываться огромные запасы водяного льда – миллиарды тонн. А вода в космосе – это буквально золото. Из нее можно получать кислород для дыхания, питьевую воду для колонистов и самое главное – это ракетное топливо. Воду можно расщепить на водород и кислород. Тот, кто контролирует эти запасы льда, получает гигантское преимущество, а Луна превращается в космическую заправку и перевалочную базу для полетов дальше. Но это еще не все.
Ученые серьезным лицом говорят о другом сокровище – изотопе гелий-3, который якобы в больших количествах содержится в лунном грунте. Этот редчайший элемент считают идеальным топливом для термоядерных реакторов будущего. Если технологии сработают, один полет с Луны сможет обеспечить Землю чистой энергией на годы. Пока это звучит как научная фантастика, но уже многие называют гелий-3 топливом звезд. А теперь давайте снимем розовые очки и посмотрим на ситуацию реально. Почему несколько лет назад в Соединенных Штатах внезапно появился новый, 6-й род войск, который называется Космические силы США? Не просто управление, не агентство, а полноценные космические силы. С генералами, с бюджетом и четкой боевой задачей. Ответ просто немного пугающий. Потому что будущее войн и экономики будет решаться не на Земле, не в воздухе и даже не в океане, а именно в космосе. Сегодня почти вся современная цивилизация висит на тонкой ниточке спутников. Связь, интернет, навигация GPS, банковские переводы, управление войсками, прогноз погоды, разведка – все это работает через космос. А большинство современных космических аппаратов имеют так называемое двойное назначение. Сегодня они якобы научные или коммерческие, а завтра могут стать частью военной машины. Граница между гражданским и военным в космосе стерта почти полностью. Большинство спутников сейчас крутятся на низкой околоземной орбите, или, как ее еще называют, геостационарной, но будущее за окололунным пространством. Одна сторона Луны всегда смотрит в сторону Земли, и самым лучшим вариантом будет построить телескоп или разведывательный аппарат, который будет постоянно смотреть на поверхность Земли. Сегодня главный недостаток разведывательных спутников в том, что они быстро пролетают над поверхностью Земли и летят дальше. Но если поставить телескоп с этого спутника на поверхности Луны, которая смотрит на планету Земля, то разведка будет вестись постоянно и охватывать не только конкретные регионы планеты, а сразу всю видимую поверхность Земли. Еще одна безумная идея – это использование обратной стороны Луны. Планета Земля – это источник постоянных радиоволновых излучений, которые создают шум. Миллиарды сигналов каждую секунду. Все это создает такой радиофон, что астрономы просто не могут заглянуть в глубины космоса. Самые слабые, самые древние сигналы из глубин Вселенной просто тонут в океане человеческого шума. А теперь представьте место, где этой проблемы просто не существует. Обратная сторона Луны всегда скрыта от Земли. Масса самой Луны работает как гигантский природный щит. Она полностью блокирует почти весь земной радиошум. Это одно из самых чистых и тихих мест в Солнечной системе для радиоастрономии. По сути, идеальная радиотишина. Именно поэтому ученые уже всерьез обсуждают размещение там огромных радиотелескопов. Один из самых амбициозных проектов – лунный кратерный радиотелескоп, который разработан под крылом НАСА. Идея звучит как чистая научная фантастика, но она уже прорабатывается на серьезном уровне. Взять естественный лунный кратер и превратить его в гигантскую антенну диаметром около километра. Роботы-зонды спустятся на дно кратера и развернут там сеть специальных проводов, создав по-настоящему огромный радиотелескоп. Такой инструмент сможет ловить радиоволны невероятной длины, те самые, которые с Земли увидеть практически невозможно. А это значит, что мы наконец-то сможем заглянуть в те самые ранние моменты истории Вселенной. Астрономы смогут изучить загадочный период сразу после Большого взрыва, когда еще не было ни первых звезд, ни галактик, ни света в привычном нам смысле. Именно в этих длинных радиоволнах может скрываться информация о том, как рождались первые атомы, как формировались первые структуры материи и как Вселенная постепенно превращалась из темного хаоса в то, что мы видим сегодня. А рядом с этими кратерами расположены так называемые пики вечного света. Это редкие возвышенности, которые почти постоянно освещены Солнцем. Это идеальное место для солнечных электростанций и первых постоянных баз. Таких пиков на Луне очень мало, поэтому разные страны сейчас фактически смотрят на одни и те же лакомые участки. Кто первым туда сядет и закрепится, тот получит огромное преимущество.
Мы действительно живем в эпоху, которую потомки назовут началом настоящей космической эры. Прямо сейчас, пока мы с вами говорим и смотрим видео, по всему миру инженеры и ученые создают ракеты, корабли и роботизированные оборудования для добычи ресурсов, которые изменят судьбу человечества на сотни лет вперед. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Какая страна или компания первой будет осваивать Луну? США с союзниками, Китай с Россией или вдруг даже Индия? Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и включите колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски.